Вам знакома такая ситуация? В телефоне 15 непрочитанных сообщений. От мамы, от лучшего друга, от коллеги, от той знакомой, которая скинула смешного котика. Ты открываешь, читаешь, думаешь, надо ответить. Закрываешь. Проходит день, потом 3, потом неделя. А потом приходит оно. Чувство вины. Ты вообще существуешь? Почему молчишь? Мы для тебя никто? И ты снова думаешь, что со мной не так? Почему я не могу просто ответить на сообщение? Я же люблю этих людей. Остановитесь. Хватит себя казнить. Сегодня мы разберем феномен, который объяснит ваше поведение лучше любого психолога. Он называется цифровой отшельник. И если вы узнаете себя, поздравляю, вы не бездушный монстр, вы хранитель собственной целостности. В 21 веке появилась странная иллюзия. Мы решили, что если у человека есть телефон, он должен быть доступен 24/7. Что если тебе написали, ты обязан ответить, и чем быстрее, тем лучше. Но давайте посмотрим правде в глаза. Раньше, чтобы с вами связаться, нужно было прийти домой, позвонить на стационарный телефон или написать письмо, которое шло неделями. У вас было личное пространство, у вас была тишина, у вас была возможность побыть собой. Сейчас этот рубеж уничтожен. Каждый, кому не лень, может ворваться в ваш личный космос в любую секунду. Пинг, и вы уже не здесь, вы уже там, в чужом сообщении, в чужой проблеме, в чужом котике. Психологи называют это сенсорной перегрузкой. Ваш мозг получает столько сигналов, сколько не получал никогда за всю историю человечества, и у него есть два пути – либо сойти с ума, либо начать защищаться. Цифровой отшельник – это человек, чей мозг выбрал защиту. Он не игнорирует людей, он фильтрует реальность. Он создает буферную зону между собой и миром, потому что знает, если открыть этот шлюз, тебя смоет. Есть концепция, которая называется когнитивный ресурс. Это как бензин в баке. Утром у вас полный бак. Вы потратили на дорогу, на работу, на разговоры, на решения, бак пустеет. А вечером вам пишут 15 человек. Каждое сообщение требует решения, ответить или нет. А если ответить, то что? А если не ответить, то как потом? Каждое такое решение жрет ваш бензин. Даже если вы просто прочитали и закрыли, вы уже потратили энергию на оценку. И к концу дня у вас энергии 0, а сообщение все сыпется. Знаете, что делает цифровой отшельник? Он оставляет сообщения непрочитанными. Не потому что ему плевать, а потому что сейчас у него просто нет ресурсов пустить этого человека в свое пространство. И это не про людей, не про отношения, это про энергию. Когда вы, наконец, отвечаете, через день, через 3, через неделю, вы отвечаете по-настоящему, вы не отмахиваетесь смайликом, вы не пишете «ок» сквозь зубы. Вы садитесь и пишете человеку так, как будто он действительно вам важен, потому что он важен, просто вы ждали момента, когда сможете уделить ему не 3 секунды между задачами, а настоящие 15 минут. Исследования по теории привязанности показывают одну важную вещь. Качество связи важнее скорости. Люди, которые постоянно на связи, часто не имеют глубоких отношений. Они разменивают близость на доступность. А люди, которые отвечают редко, но емко, создают гораздо более прочные связи, потому что каждое их сообщение – это событие, а не просто очередной пинг. Но давайте копнем глубже. Почему цифровой отшельник так защищает свое пространство? Потому что у него очень высокая цена входа. Есть люди, которые пускают всех подряд. Их внутренний мир похож на проходной двор. Заходи, кто хочешь, топчи, что хочешь, плюй, что хочешь. А есть люди, у которых внутри храм. Туда просто так не войти. Нужно приглашение, нужно время, нужна чистая обувь и тишина. Цифровой отшельник – это человек с храмом внутри. Он не пускает туда каждого, потому что знает, одно неосторожное слово, одна чужая тревога, одна негативная эмоция, и храм закоптится, и вычищать потом займет неделю. Он бережет себя, и это не эгоизм, это суверенитет. Представьте, что ваше сознание – это комната. У каждого есть дверь.
Но у цифрового отшельника дверь тяжелая, с замком, и открывается она не наружу, а внутрь. То есть вы сами решаете, кого впустить. А теперь представьте, что вы живете в мире, где все ломятся в эту дверь без стука и обижаются, что дверь заперта. Это и есть реальность. Еще один важный слой – фрагментация личности. Когда вы прыгаете из чата в чат, из сообщения в сообщение, из одной эмоции в другую, ваше «я» начинает распадаться на куски. В одном чате вы веселый, в другом серьезный, в третьем поддержка для подруги, в четвертом жертва начальника-тирана. И через час вы уже не помните, кто вы на самом деле, потому что вы были всеми сразу. Цифровой отшельник отказывается от этой гонки. Он предпочитает быть одним целым, но реже, чем сотни осколков, но постоянно. Что происходит, когда вы принимаете свою природу? Вы перестаете извиняться за то, что не отвечаете мгновенно. Вы ставите уведомления на беззвучный, вы убираете телефон из спальни, вы разрешаете себе не читать мессенджеры по выходным. И вдруг обнаруживаете, что люди никуда не делись. Те, кому вы действительно важны, никуда не ушли. Они подождали, они поняли или не поняли, но приняли. А те, кто обиделся и исчез, они и не должны были остаться. Потому что настоящая связь не рушится от 3 дней тишины. Доступность — это не синоним близости. Можно быть на связи 24/7 и быть абсолютно одиноким. А можно отвечать раз в неделю и чувствовать глубокую связь с теми, кто действительно важен. Так что в следующий раз, когда снова увидите 15 непрочитанных и почувствуете вину, вспомните, вы не игнорируете. Вы фильтруете, вы не убегаете, вы бережете себя. Вы не бездушны, вы просто храните свой храм в чистоте. А те, кому действительно нужно войти, постучат громче или подождут, пока вы откроете сами, потому что настоящие гости не ломятся в дверь. Они ждут, когда их позовут. Всем продуктивной лени, друзья, и суверенной тишины. Увидимся в следующем видео. Пока.